Поисково-спасательный вертолет шел над холодными водами Южного океана, и капитан Дэниел Харпер внимательно просматривал горизонт. Эти районы редко радовали спокойной погодой, а бесконечные серые волны создавали ощущение полной пустоты. Уже почти завершив маршрут, он заметил нечто необычное впереди. Из тумана постепенно проступил силуэт небольшого клочка суши. Остров Буве – одно из самых изолированных мест на планете. Его почти не отмечали на стандартных маршрутах из-за отвесных скал и удаленности от судоходных путей. Остров считался практически недоступным и годами оставался вне внимания людей. Второй пилот, Майкл Рид, сначала не понял, что насторожило командира. Но когда вертолет набрал высоту, на узкой песчаной полосе стали различимы темные линии. Это оказались крупные знаки, выложенные на земле, отчетливый сигнал бедствия. Стало ясно, кто-то оказался здесь в ловушке и отчаянно ждал помощи. Посадка была сложной. На берегу их встретили истощенные люди с обожженной кожей и пустыми взглядами. Они едва держались на ногах. По обломкам лодки и следам в песке было понятно, что эти люди пережили кораблекрушение и уже долгое время боролись за выживание, безуспешно пытаясь покинуть остров. Однако ситуация резко осложнилась. Харпер заметил быстро приближающийся штормовой фронт. Понимая, что следующая посадка может стоить экипажу жизни, он принял тяжелое решение – оставить пострадавшим продовольствие и радиопередатчик, пообещав вернуться при первой возможности. Вертолет ушел, оставив людей ждать. На базе немедленно начали подготовку повторной операции. Уже на рассвете следующего дня спасательная группа вновь достигла острова Буве. Эвакуация прошла быстро. Людей доставили на материк, где врачи сразу оказали им помощь. Только тогда напряжение последних часов наконец отпустило Харпера. Спустя несколько месяцев он получил письмо от Лоры Беннет, одной из спасенных. Она писала о том, что именно выдержка и хладнокровие пилота дали им шанс выжить. Эта история разошлась среди спасательных служб и стала примером профессионализма и ответственности. Так завершился один из тех редких случаев, когда решительность, расчет и вера в возвращение меняют судьбы людей, потерявшихся среди бескрайних морских просторов.